Так. Я начал стрим. Жень, я стрим начал. Угу. Жень. Все. Стрим. Так ты сразу бы сказал. Да, Всем привет. Всем привет, ребят. Это майский стрим Зива. Первое, что хотел бы вам сказать, ответы на вопросы, на которые мы не смогли ответить на прошлом стриме. Я пойду специально к разработчикам, которые отвечают за это, и буду их донимать. Сейчас я вам зачитаю. У меня вот есть такая бумажечка. Вот шпаргалка. И я буду буквально зачитывать все так, как мне написали ребята. То есть никакой отсебятины, абсолютно. Вопрос. Будет ли добавление колеса быстрого применения контейнеров? Нет в ближайшее время. Но да, мы хотели бы это сделать. Это ответ был Зуба. Будет ли отдельная ветка для крафта MC558? Зуб. Да, будет. Нужен ли ап характеристик скату 10? Нет, не нужен. Планируется ли продление ветки ППшек? Да, планируется. Когда стоит ждать добавления способов получения мастерских обвесов, таких как рукоятка Fab Defense? Ничего обещать не будем, пока неизвестно. Нужен ли ап АМ-17 из-за добавления РПЛ? Нет, ждать не стоит. Должно ли оружие с голд-дропов быть лучше, чем остальное мастерское оружие? Почему бы не перевести их в ранг легендарных? Зуб. Нет, не должно. Переводить из-за этого не будем. Будут ли что-то делать с богоюзом деревьев на КВ? Ответ коммуниста. Будет исправлено летом. Считает ли коммунист, что должен быть дискорд для фидбэка лидеров клана? Коммунист. Официального канала для связи нету. Связаться со мной насчет клана всегда можно на форуме. Возможно ли увеличение количества спавнящихся хроноустановок до 2? Нет, пропадет конкуренция с данного типа событий. Хочет ли отдел ГД придерживаться для ивентов концепции отрядов по 3? Какое количество людей является оптимальным в пати по мнению отдела ГД? Ответ Казугая. Отдел геймдизайна хочет придерживаться концепции отрядов на 3 человека. Почему 3? Дуо ближе к соло геймплею. Трио дает нам отрядный опыт, не говоря про то, что на 3 считать всегда легче, чем по другое количество людей. В будущем мы будем стараться на ивентах придерживаться баланса на отряды по 3 человека, но обещать, что сквад из 5 пропадет, не будем. И последний вопрос. За сколько люди должны выфармливать с нуля мастерский эквип? Ответ геймдизайнера Бареуса. На данный момент, месяц май, активный игрок в СК выфармливает первую мастерскую шмотку с нуля за 300 часов. Вот и все ответы на вопросы, которые мы не смогли ответить на прошлом стриме. Небольшой сегодня гость у нас на стримах. Ну как сказать небольшой, на самом деле огромная личность. Вот, вы все ждали, вы все просили. Попрошу поприветствовать Зуб. Здравствуйте. Категорически вас приветствую. Да, давайте я представлю Зуба. Зуб — менеджер отдела баланса. Он с недавних пор держит связь с игроками по всем вопросам баланса и помогает вашему фидбэку повлиять на то, как у нас все будет меняться. И давайте пригласим первого человека. Вот кто тянет руку. Вот у меня вопрос, что будет с клан-базами на новом севере и... Давайте по поводу нового севера. У нас сейчас будет по нему радиомолчание, потому что всего месяц остался, и у нас для презентации нового севера готовится отдельный большой видос, что-то типа дневников разработчиков, вот Toyota готовит, и мы хотим достичь такого, вау-эффекта. Представьте, как будто вы, допустим, на выставку у E3, вот помните, была такая. Представьте ваши эмоции, или вспомните, точнее, ваши эмоции, когда вы не знали, какие будут анонсы, что вообще покажут, и когда вы внезапно получали какие-то сюрпризы. И сравните это с эмоциями от нынешних шоу, когда все анонсы уже 1000 раз слиты, обмусолены, и ничего неожиданного не появляется. Вот то же самое и по нашей презентации. Мы там будем рассказывать про все, что мы изменили, но очень хочется, чтобы это было встречено именно с каким-то вау-эффектом, а не просто, Зив про это 1000 раз на стримах рассказывал. Поэтому давайте, начиная с этого момента, в течение месяца, по любым деталям перестройки севера у нас радиомолчание. Также заброшу, все-таки пора прекращать называть это перестройка севера. Так обновы называться не будет. Называйте это День X, пожалуйста. Почему любят так клепать облики на Центурион, но другие броники остаются незамеченными? Мы смотрим на броники, которые чаще всего надевают люди.
чем больше броников у людей конкретных, тем, соответственно, будут более востребованы облики. Мы, когда делаем любой облик, это время работы. Если мы делаем его, тратим время специалистов на него, то мы это делаем за счет чего-то. То есть мы выбираем, либо мы делаем на центу, либо мы делаем на туз, например. И обязательно на туз будем делать, и на зверобой тоже, но когда эти облики будут, точнее, костюмы эти будут более популярны. Тем более, что то, что на некоторые костюмы нет обликов, это уже их приоритет повышает. Но все еще фактор количества юзеров, количества носителей, он решающий. Здравствуйте. Привет, мистер Керу. Будет ли внятный нерф СТС, АМБ, АШ, СКАР, СССР? На текущий момент мы проводим определенную корректировку. Мы срезаем по те самые легендарные 0.5 туда-сюда, но мы делаем это стабильно каждые 2 недели для того, чтобы отслеживать динамику. Касаемо СССР, да, с ним нужно провести более серьезную работу. Эта работа будет проведена, скорее всего, к Дню X, возможно, несколько позже, догоняющими патчами. Будут ли что-то делать со скатом 10, который ни рыба, ни мясо, ну? Он ни рыба, ни мясо. Тут какое-то идет сравнение узкоспециализированных броников и усредненной брони, которая с помощью артов там может быть подкорректирована в нужную сторону. У людей есть спрос на усредненную броню, потому что и у них есть потребность в какой-то компромиссе. И компромисс по умолчанию слабее, чем узкоспециализированный броник в конкретном там заражении, допустим, слабее, чем, наверное, Сатурн будет, да? Да. А на открытом поле, естественно, слабее будет, чем боевая. Но у людей есть спрос, чтобы был какой-то усредненный броник, который с помощью артов они могут подкрутить ту или иную сторону. Да, опять же, с недавнего времени у нас появилась хит-мапа, то есть мы можем отследить, в какой зоне игроки умирают, в какой зоне они убивают, из каких мест, в какой броне. Это позволяет более тонко отследить, и да, скаты лазят в 4-е заражение и иногда побеждают там в ПВП. Будет ли приведена работа с вариантами читов для СК? На данный момент можно наблюдать много нечестных игроков даже на мастерских серверах. Я, как и говорил раньше, у нас по всем этим читам сейчас на нашей стороне меч, и мы сейчас готовим анализ. То есть мы не просто, знаешь, вот придумали, как бороться, и сразу же начали банить. Нет, мы сначала собираем аналитику, записываем ники в списочек, и потом проходит в какой-то момент волна банов, которая застает врасплох всех тех, кого за это время запалили. Поэтому сейчас это все на стадии сбора данных, аналитики, смотрим, насколько срабатывание стопроцентное, потому что если мы будем какие-то ошибки наблюдать в том, как срабатывает античит, то сразу все вот эти посты про несправедливо забаненных, они получат хоть какой-то вес, и это создаст для нас огромный пласт возни. Потому что если у нас не стопроцентная уверенность в бане, значит надо рассматривать все эти заявки. А тут вот надо добиться того, чтобы был стопроцентный детек. Каждый читер получит по жопе. На тему, собственно, голд-дропов. Будут ли они затронуты? Тут опять же вопрос в том, что все равно есть тенденция. Да, я понимаю, что хочется получать не 300 тысяч за доли, а 2 миллиона за доли. Но возникает момент, что за них конкуренция возвысится, и придется звать даже самые низкостоящие в социальной иерархии кланы, и, соответственно, доли опять упадут до тех самых 300 тысяч. Вопрос это, у вас есть аномалия, ее так называют, зеркало. Может, знаете, вот Да, на рыжем да. лесу, в туннелях они. Вот. Планируете ли как-то артефакты в эту аномалию добавлять? То есть дроп с этой аномалии? Это скорее вопрос ко мне. Да, скорее всего, мы действительно будем что-то делать, когда мы начнем развивать отдельно арт-хантинг. По нему есть существенные планы, которые в том числе мои давние геймдизайнерские документы, которые я, собственно, в том числе показывал Казугае при приеме на работу. Так что да, когда будет полноценный арт-хант, мы что-то определенно будем делать. Ни одна аномалия не будет забыта. То есть даже у каких-то специфичных аномалий, которые даже игроки сейчас условно не видят и не знают о их существовании, но они есть в коде игры, для них будет тоже создан отдельный пул артефактов, которые они будут рождать, и очень сильно надеюсь, что я смогу что-то внятное придумать с системой артефактов, так, чтобы все артефакты использовались и было, так сказать, пространство для билдостроения куда более существенное, чем то, что есть сейчас. Это, так сказать, моя мечта. Можно будет сказать, что когда это случится, это будет мой магнум опус. На данный момент моим магнум опусом является итерационная система подсчета числа попаданий и, соответственно,
мат-стата урона и мат-ожидания урона. Инсайдик такой можно? Что будут давать за 10 лет выслуги людям? И стоит ли ждать что-то такое, чего можно словить вау? 10 больших спасибо. вообще- Да, можно. Да, Да, можно. да. 10 больших спасибо. Там будет достаточно... Все-таки десятилетие это такой существенный срок, и Казугая одобрил некоторые шалости, которые у него запросили на это дело. Ну, ты сам вышел, поэтому давай про Ашу 12. Вот эти вот непонятные 0.5 туда-сюда, обратно, когда есть возможность именно убрать СНП-патрон, главная проблема. Опять же, у Аши низкий скорострел, за этот момент происходит вывод. Вывод у нас процентарный, если мне не изменяет память. Да, у нас вывод 20% в секунду между выстрелами Аши. Приблизительно 3% выводится у тебя накопленного останавливающего действия. Казалось бы, это незначительно, но тем не менее это позволяет уйти. По поводу СБП патрона. У нас есть определенные наработки, которые, к сожалению, мы сможем реализовать только со второй итерации переработки бартера, то есть, в частности, добавление продолжения веток ППшек и снайперских винтовок переработкой. Там как раз таки будет проведена работа с СНП патроном, и, соответственно, юзеры Аши смогут использовать СНП патрон, но им придется быть крайне аккуратными с его использованием. Пересмотр весов на вашку, вот это не в общем про все вес, а именно про вашку. С вашкой будет проведена отдельная работа с переработкой, соответственно, бартера второй итерации. Возможно, ей в корне поменяется шаблон. Больше, к сожалению, ничего не могу сказать, чтобы не скомпрометировать вау-эффект, который случится во время переработки второй итерации бартера. Но, опять же, никто не уйдет обиженным. Постараемся сделать так. Добавление мастерства у оружия. Условно, его можно выразить как изменение именно в геймплее, то что чем больше ты с оружием бегаешь, условно, тем легче тебе его контролировать, обслуживание и так далее. Либо это уже можно сделать с помощью пластинки, добавления условного облика, за жопоразрывательный геймплей с оружием. Если вы говорите про RPG-прогрессию, которую вы предложили как первый вариант, работа с ней, какие-то давние концепты, в принципе, существуют. Они были написаны еще на тот момент, когда у StarCraft даже не было, скажем так, выделенного подразделения геймдизайна. Да, они присутствуют, какие-то, возможно, какие-то здравые идеи мы оттуда вычленим и будем использовать, но я не могу вам даже сказать приблизительно, когда это будет, через год или через 5 лет, или, может быть, это будет вообще в новой игре студии. Будет ли добавлено, я не знаю, был этот вопрос или нет, артам и броне сопротивление останавливающему действию? Просто добавили именно сверхтяжем, а остальным боевым броникам им не дали, и некоторым комбинированным броникам, у которых направление в ПВП тоже задействовано на очень сильно. Если вы говорите про дебаф, точнее баф стойкости, то как будто бы я говорю, что я пишу калькулятор, в нем он в том числе участвует. Если мы решим, что допустимо работать со стойкостью не только в разрезе сверхтяжев, я понимаю, что у нас игроки крайне щепетильно относятся к такой сущности, как геймплейно-нарративный диссонанс. Следовательно, да, такие мысли есть, но опять же, пока я не закончу свой калькулятор, к сожалению, мы не сможем внятно оценить, насколько значимым является баф или дебаф стойкости. Сплэш Псевдыча и стан Кровососа, вот это вот самое интересное такое, вроде с точки зрения ММО, это понятное решение, а с точки зрения шутера, возможность застанить противника силами, которые игроку не подвластны, непонятно. Опять же, это вопрос энтропии игрового опыта. Такое является допустимым, если вы начнете читать определенные книги по геймдизайну. Опять я довольно часто ссылаюсь на эту книгу, но игровой баланс бренда Ромеро, в нем как раз-таки очень тщательно разбирается мера допустимой энтропии, которая будет ощущаться игроками не токсично. В ходе своего небольшого исследования я пришел к выводу, что как будто бы это не слишком токсичная механика. Если вы говорите, собственно, про телеграфирование атак,
То есть вопрос именно пользовательского опыта, чтобы игрок другой, на которого, скажем так, в этот момент будет бежать псевдогигант или кровосос, чтобы, собственно, псевдогигант или кровосос достаточно явно телеграфировал атаки, то да, с этим работы будут вестись. Мы уже, как говорили, то, что сыворотку будут убирать, будет ли какая-то компенсация в будущем из бартера? Ну, конечно, у тебя хорошенько прошла информация через кучу испорченных телефонов. Если что, я про сыворотку говорил, что я лично считаю, что сыворотка плохой стопер, и в будущем я бы, конечно, хотел бы ее, чтобы убрали. Но конкретно планов на нее убирать нету, потому что мы сейчас не можем без нее обойтись. Что у нас, соответственно, с сыворотками? Сыворотки, опять же, они позиционировались действительно как некоторый таймгейт для того, чтобы разделить прогрессию игроков, которые участвуют в конварах и которые не участвуют в конварах. На тот момент они вводились именно с такой целью. В конечном итоге мы, как отдел геймдизайна, на тот момент я еще не работал, приняли решение, что как будто бы ограничивать игроков в прогрессии, загоняя их в, скажем так, около ультра-стусовку, ну, идея не очень хорошая. Исходя из этого, были введены те самые еженедельки, которые должны были как-то скрасить ситуацию и заодно улучшить ситуацию на КВ, хотя как бы ни казалось парадоксально, поскольку ситуация, которая в том числе, опять же, повторилась на ЮУ, когда на ЮУ начали активно вводиться КВ, что новые кланы не могли догнать развитые кланы, поскольку они не получали достаточное количество сывороток. Исходя из этого, коммунист, собственно, ввел фракционные поручения, которые позволяли раз в день получить одну сыворотку, для того, чтобы игрок ощущал свою непрерывную прогрессию. Сыворотки в текущем варианте я не вижу чем-то слишком негативным. Единственный момент заключается в том, что они закрыты от тебя какими-то временными рамками. Возможно, в будущем мы избавимся и от этого, и позволим игроку их получать неограниченное количество в день при, скажем так, выполнении каких-то условий, приложении каких-то усилий, выполнении каких-то задач. Чтобы показать факты войска, выхов, не будут ли они заменены на МЦ-558, будет ли новая ветка или замену на старую? Это все-таки, да, действительно, это будет продолжение ветки МЦ-558. Ситуация будет ровно такая же, как ситуация была с Ашой и с Грозой. Соответственно, модули, которые вешались на МЦ-558, они будут или использоваться непосредственно на самой ВСК, или будут за бартер перерабатываться в модули самой ВСК. Сегодня были изменены файлы Альбатроса. Простите, вы что-то сказали, мы не услышали. Альбатрос. Я слышу Альбатроса, второго не слышу. На самом деле, если отбросить все шутки и мета-юмор, то, скорее всего, это просто именно оптимизация моделей, очистка моделей от некоторой грязи ненужной, которая, скажем так, затрудняла бы их рендер. Поэтому вот, это исключительно технические вопросы. Каких-либо планов по броне с аурой нет, на ближайшее время точно нет. Нам необходимо сначала проработать внятно систему баффов и дебаффов, которая будет, скажем так, и визуально понятна игроку, и нам будет понятно, как с ней работать. Благосостоятельный вождь племя. Теперь, когда ваша окончательно убирай праздничный коробка казино, ваша пещера не сильно страдает от недобор вкусный банан. И сидят ли на вас листья шорты так же плотно, как и раньше? Наша собирает чуть меньше банан, но в скором времени наш джунгля раскрываться с новый прекрасный ящик-сюрприз, который, находись в другое место, но получайся абсолютно справедливо. Каждый обезьян может открывать этот ящик-сюрприз. И я надеюсь, что наш джунгля получает не только столько банан, сколько раньше, но и больше. Вопрос про радар и отображение союзников /врагов. Как будто бы зачем, да? Нет, на самом деле это действительно важная проблема, и действительно отдел геймдизайна над ней работает. Мы действительно думаем над тем, как проработать радар. В том числе поднимаются, скажем так, разговоры и о его выпиле, поскольку это достаточно сложная механика, которой действительно нужно долго обучать игрока. Так, все, спасибо вам большое, дорогие собеседники. Я хочу сделать небольшое объявление. Думаю, оно очевидное, что в июне, вероятно, так как мы будем, скорее всего, если бы стримили, в следующий раз стримить буквально там за неделю до Дня X,
это, наверное, ну, если мы будем стримить в конце июня, все вопросы будут, естественно, посвящены Дню X, и, по сути, будет очень тяжело на них отвечать. То есть мы будем сидеть и такие, нет, мы на это не ответим, нет, мы на это не ответим, нет, мы на то не ответим. И так как в июне особо и обнов не будет каких-то, у нас вот сезонник релизнулся и все, дальше мы сейчас над релизом корпим, то думаю, что не имеет смысла проводить стрим в июне, и мы в следующий раз увидимся с вами уже в июле. Вот. Ну, мы не в конце, естественно, июля увидимся, а в скором времени после релиза Дня X, то есть, ну, где-то в середине. Если вам будет нас мало, заходите на форум, там Да. Зуб обитает, и Форум. я обитаю, и Тойота, возможно, посматривать на форум. Когда-нибудь, да, на форум зайду. Верим? Верим. Все, пока, ребят. Пока.